Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая встреча изменит вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео, записывайтесь. Так. Здесь идет потеря семьи. Причем семьи, которая когда-то была, казалось бы, счастливая, да, потому что вот вы с этой женщиной были по любви. Вы были с этой женщиной именно, знаете, вот по искренней любви. Вы настолько вот чисто как-то искренне относились к этой женщине, что, наверное, сейчас, наверное, только в фильмах такое бывает. Насколько даже в чем-то наивны были, насколько вот закрывали глаза, да. Вот вы, настолько растворились в этой женщине, что просто не заметили, как началось вранье в вашей жизни. Здесь может проигрываться любой любовный треугольник, вранье, как бы само по себе, да, помимо этого. Здесь вы могли не заметить, что началось какое-то охлаждение, такое отторжение, да, вот какая-то пропасть между вами начала усиливаться. Причем даже, вот знаете, окружающие заметили, в первую очередь, даже вот вы как-то не хотели замечать, вот вы самообманом занимались, не хотели замечать, что что-то идет не так в отношениях, вы пытались всячески оправдать ее. А вот могли знакомые, друзья, там, родственники, они могли сами вам говорить: да посмотри, как она к тебе относится, она же там незаботливая, она же не ведет себя как любящая женщина, она холодная, она такая-сякая, да. Вы все равно пытались ее защитить. Вы пытались быть ее таким надежным тылом, да? Вот как-то у нас вроде бы пошел начало расклада, но вот слишком много информации почему-то мне идет именно о вашей вот бывшей жизни. Вот даже как-то странно, да? Наверное, думаю, потому что много среди вас таких товарищей, которые это все пережили. Напишите, у кого проигрывается такая ситуация. Смотрите, вам по жизни как-то вот попадаются женщины, они либо похожи чем-то, да, либо же имеют вот одинаковую вредную привычку, да, кто-то в рюмку чая заглядывает, кто-то налево ходит, да, но вот какие-то такие вот у них схожести есть. Вот в этом плане вот, как будто на те же грабли вы периодически наступаете. Далее, вы человек вообще по своей сути, вы очень такой семейный. Для вас семья – это ваше все, это ваш приоритет. Вот семья, семья у вас на первом месте. Вы вот настоящий добытчик. Вот всегда так было, есть и будет. Вы мужчина, который, просто, я не знаю, в лепешку расшибется, но чтобы обеспечить семью, да, вот детей, там, жену, вот если она есть. Вы человек, который будет стараться сам решать все проблемы. Причем я вам скажу, что вы вообще, когда вот, и раньше, когда жили с женщиной, вы по большей части брали на себя, по-мужски, так сказать, взваливали очень много проблем. Что-то я уже охрипла, наговорилась сегодня. Вы человек, который очень ценит комфорт, вы любите комфорт. Но я сейчас говорю не о том, что там вы любите золотые унитазы, да, хотя это тоже довольно неплохо, на чем попочка будет сидеть, да. Вы любите, знаете, такой вот уют, домашний какой-то такой запах там тех же пирогов, каких-то там, я не знаю, вкусняшек, борща, кто что любит. Вы такой человек, который вот умеете даже сами, без женщины, как-то так обустроить ваше гнездышко, да, вот вы умеете, как настоящий дизайнер, наверное,
расставить все так по своим местам. Кто-то, может быть, по фэншую расставляет это все. Ну, то есть вот есть у вас вкус. Вы не будете мусорить там, где это не положено, да, вы такой аккуратист, вы очень такой скрупулезный. Вот даже, я бы сказала, дотошный в каких-то вещах. Вы вот очень так будете скрупулезно подходить, ну, ко всем моментам, да, может быть, даже чересчур будете разбираться в чем-то, да, вот скрупулезность, вот есть такой момент в вашем характере. Очень такой хлебосольный вы товарищ, вы любите, когда приходят гости, вы любите даже вот накрывать поляны те же, потому что готовить вы умеете, вы любите, и это у вас довольно здорово получается. У кого из вас есть дети, да, вот казалось бы, они сейчас не с вами, но вы как-то вот стараетесь все равно даже вот в своем плотном таком рабочем графике стараетесь находить время на детей. Вот единственное, что я пока не вижу какой-то такой большой и чистой любви в вашей жизни. Вот как-то то ли нет времени, у кого-то может проиграться, что вы не готовы к новым отношениям, да. То есть, опять же, могут быть очень разные варианты, но вот такой женщины, которую можно назвать вашей новой любовью, ну, я пока не вижу. Вот что-то у вас пока не ёкает. Так, смотрим дальше. Какая же встреча изменит вашу жизнь? Через какое-то время, опять же, говорю какое-то, потому что у всех проиграется по-разному, да, у кого-то раньше, у кого-то позже, у вас будет судьбоносная такая встреча с женщиной. Причем эта встреча станет, ну, такой какой-то неожиданностью для вас, да. Вы познакомитесь, ну, в таком каком-то месте, ну, где, я думаю, вы точно не думали знакомиться. Ну, возможно, там будет какой-то либо мужской коллектив, да, но не в мужском туалете. Только не в этом месте точно вы не будете знакомиться. Вы где-то так, знаете, познакомитесь. Ну, то есть это будет такая situation, ну, непредсказуемая какая-то такая ситуация. Я даже, вот знаете, даже для примера, вот почему-то у меня сейчас все, фантазия вообще отключилась. То есть это будет, знаете, такое знакомство, вот реально это будет стрела Амура. Довольно часто у нас, вот если вы заметили, выпадает, что вы с женщинами, там, у кого будет резонировать, да, выпадает, что женщины там осторожно, да, вот как-то сходитесь. А здесь нет. Здесь у нас сразу падает такая довольно активная. Здесь стрела Амура будет однозначно. Но, конечно же, с оглядку на прошлые отношения. Опять же, вы своих любимых тараканчиков себе запустите в голову и будете там кошмарить сами себя своими сомнениями, опасениями. Женщина очень сильно вам понравится. Женщина, которую вы будете рассматривать чуть ли не с первой встречи, вот именно как свою будущую, ну, подругу, как минимум. Кто-то, может быть, вообще будет думать, что вот такую бы жену мне иметь. Как-то вот настолько это будет все стремительно у вас развиваться с ней. Причем, смотрите, ребят, будьте осторожны, потому что даже вот в процессе вашего, ну, романа, так скажем, для начала, чтобы у вас не было залета, потому что можете себе заделать лялечку. Поэтому, кто не очень планирует сейчас, ну, как-то поберегитесь. Кулечек одевайте, как средство предохранения, да? Это какая-то передача была, боже, я ухахатывалась. Парня одного 15 лет спрашивают, какие средства контрацепции вы знаете. И он говорит, кулек и скотчем намотать. Я, конечно, долго смеялась, когда услышала, но думаю, а что же делают тогда родители, да? Если ребенок считает кулек средством предохранения. Ну, не сильно там смейтесь, это я так немножко повеселить вас. Я знаю, что вы любите мой тонкий юмор. И погнали дальше. Так, что же будет с этой женщиной? Смотрите, вот абсолютно
меняется ваша жизнь на 180 градусов. Ваши тараканы, они, конечно же, уйдут, вы их вытравите. Но опять же, кто раньше, кто позже. Это женщина, с которой вы можете иметь ребенка, как я сказала, да. Кто-то планового, кто-то можете поберечься с помощью кулька, да. И чтобы не было внеплановых детей. С ней вы будете, кстати, даже где-то путешествовать. Это может быть как далекое путешествие, это может быть где-то там, я не знаю, в области, там, ну, где-то в своих краях, в своей стране, я имею в виду. Это будут какие-то, знаете, такие частые, как же это назвать? Ну, не то чтобы посиделки, да, но вы будете вместе очень часто уединяться вот именно где-то на природе. Ну, шашлыки, там, просто прогулки по природе. Может быть, кто-то там на байдарках будет кататься. Это уже кто что любит. Это будут отношения, которые, знаете, зажгут радость в ваших глазах. У вас давно не было радости в глазах, не было того самого огонечка в душе. Эта женщина будет очень такая хозяйственная. Причем вы это заметите сразу же. Вот почему вы влюбитесь, да? Вот давайте поподробнее посмотрим, почему вы влюбитесь именно сразу в нее. Потому что помимо хорошей внешности и фигуры, вы увидите, как она себя как-то вот по-женски, тонко, ну даже я бы сказала изысканно себя ведет. Это будет видно даже, ну, в том же общении, да, потому что можно общаться абсолютно по-разному. Можно грубить, хамить, можно быть вежливой, деликатной, да, в чем-то даже, я не знаю, там стеснительной, может быть. Вы это вот уловите. Вот именно эту такую тонкую, женскую, именно женскую такую энергетику вы уловите. Вам с ней будет вот настолько интересно с первой встречи, вам будет с ней настолько комфортно. Это та ситуация, когда просто ну, не хочется идти домой, когда не хочется абсолютно даже на минуту расставаться. Она настолько будет и гостеприимной, да, вот поначалу вы же будете и в гости к ней ходить. Она будет вас угощать разными там вкусняшками. Она будет очень такой, ну, заботливой, вот по-женски, знаете, какая-то энергетика такая теплая идет, вот как мама. Вот почему-то ассоциация вот такой заботливой мамой. Это женщина, с которой вы, наверное, вспомните, как это бывает чувствовать себя нужным, чувствовать себя любимым. Потому что, опять же, я думаю, многие подзабыли, что такое женская нежность, что такое женская ласка, да? Что такое вообще чувствовать себя комфортно с женщиной. Потому что у вас были в жизни ситуации, когда на вашу любовь, на вашу заботу и так далее отвечали черной неблагодарностью, да, когда обесценивали все, что вы делаете для женщин. А здесь будет все абсолютно по-другому. Вот реально на 180 градусов ситуация вот ваша жизненная перевернется. Но я вам скажу, что вы тоже начнете активничать. Причем вот я знаю, что вы любите про бобиков слушать, да, ну я стараюсь так иногда и о них вспоминать. Бобики ваши запрыгают и залают, поверьте мне. Даже у тех, у кого казалось бы, что бобик сдох уже, нет, он не сдох, ребят. Просто, ну, такая укротительница тигров нужна была хорошая. Вот она укротит и вас, и тигров, ну, укротит именно своей такой нежностью, своей такой женственностью, да. Поэтому бобики здесь будут вообще прыгать от счастья. С бобиками здесь все будет в шоколаде. Ну, в шоколаде это в каком смысле, да? Кто-то любит и бобиков мазать шоколадом, но это уже совсем другая история. Далее, смотрите, есть такой момент, что вот когда вы будете счастливы, но очень часто почему-то вот такая ирония судьбы получается. Появляется на горизонте вот, ну, по какой-то, я не знаю, по магии какой-то.
На горизонте появляется бывшая. Ну, такой привет из прошлого, ну, привет как из преисподней. Вот ассоциация почему-то у меня такая. Она может, знаете, пытаться как-то вклиниться в ваши отношения. Старайтесь ее держать подальше, подальше вообще от себя, от своего дома. Если общаетесь, то общайтесь, ну, по телефону, да, чтобы она, по крайней мере, не знала о вашей женщине. Особенно поначалу особо не афишируйте. Даже вот знакомым, даже пусть там друзья-приятели, сразу не афишируйте ничего. Счастье любит тишину, в конце концов. Потому что будут палки в колеса. Знаете, это касается особенно тех бывших, которые будут на тот момент вообще в тотальном одиночестве, потому что у нее у самой личная жизнь не заладится, и ей нужно будет влезть в вашу, нужно будет вот как-то разрушить вашу жизнь, да, вот нужно будет сунуть свой длинный нос куда не следует. Поэтому просто вот я вас так вот предостерегаю. Будьте очень и очень с ней осторожны, потому что, ну, вы прекрасно понимаете, начиная от магии, заканчивая какими-то сплетнями, гадостями, можно сделать много нехорошего. Да, очень такая активная, подвижная жизнь начнется. Смотрите, много поездок будет. Я уже говорила об этом. Знаете, вы сами будете эту женщину, вот, которая появится в вашей жизни, будете ее баловать до такой степени. Мне кажется, что, наверное, ну, либо же так, как вы это делали когда-то раньше, либо это будет еще большая такая забота. Потому что, ну, влюбитесь по самое не могу. Вот влюбитесь, вам будет даже в кайф как-то вот ее баловать, какие-то сюрпризы делать, да, вот вы будете какой-то романтик ей устраивать. Вам это будет вот настолько в кайф, вот именно от души. Это не вынужденные будут, вот знаете, как бывает, вот нужно что-то там придумать, романтику. Нет, вы будете кайфовать вплоть до того, что вы будете сидеть в интернете и выискивать, какой же романтик можно придумать, чем же ее можно удивить. Поэтому, ребят, все у вас будет шикарно, настрой на позитив. Не забываем, что все, что мы думаем и говорим, мы это все притягиваем. Поэтому трах тебе дох, да будет с вами счастье. Я вам всем наколдовала. Не забудьте пригласить меня на свадьбу. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!